Я хочу установить факт отцовства моего сына, чтобы я была законная бабушка. Он в свидетельство о рождении ребенка, естественно, не вписан. Сколько ей было лет, когда ваш сын с ней сошелся? Но видите, какая она крупная девочка. Даже не скажет, что ей 16 лет. Сказал то, что ей 18 лет. Прям сама просил, давай сделаем ребенка. Прям уговаривала. Чем вы его обманули, что вам 18 лет? Леша изменяет мне. Утром было все нормально, а вечером ты уже нашла другого мужика. Который с вами и недели не выдержит. Вот так вот делает, она меня душит и все. Ты где? А ты где была тогда, когда она ребенка родила? А вы бывшая девушка Леши? Да, я его бывшая. Да я с ней, я его вижу первый раз. Полиция, она сказала, То, что ее изнасиловал 19-летний парень? да. А ты уверен, что это твой ребенок? Да, я уверен. Такого теста у нас еще не было. Добрый день! Раскрою вам небольшой женский секрет. До определенного возраста некоторые женщины пытаются себе прибавить пару лет. А потом эти пару, десятки лет пытаются от себя отобрать. Но вот когда пытаются эти года отобрать, это не страшно. Ну, по крайней мере, законом не преследуется. А вот когда наоборот, когда прибавляют, вот это уже статья. Поэтому, дорогие мужчины, будьте бдительны. Женщина про возраст никогда не скажет вам правду. Я пошел. Сегодня в нашей студии жительница Самарской области Алла Верясова. Алла, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, что у вас случилось? Мой внучок находится в доме ребенка. А сколько ему? 11 месяцев. Как он там оказался? Валерия бросила его в дельфине. Валерия это кто? Мама ребенка. Мама ребенка. Да. А ваш сын, я так понимаю, его папа. Да. Давайте вот, да, с самого начала вообще, как Да. они познакомились. Ну, они с Лешей познакомились. Леша мне позвонил, сказал: мам, я познакомился с девушкой, она хорошая, не пьет, не курит. 18 лет, можно я ее в гости приглашу? Конечно, можно, взрослый парень, почему нет? А И вы вот возраст уточнили? это важно было. Да. Это важно было. Для вас было Да, важно, для меня правильно? важно, да. Он привез ее. Вот. Она мне понравилась. Он же привез ее не жить, а в гости. А потом я смотрю, она живет и никуда не собирается. Ну, я у нее стала расспрашивать: ты кто, откуда ты, где живешь, кто твои родители. Это я с первых дней стала спрашивать. Она мне все обманула. Фамилию сказала неправильно. Что она живет в приемной семье, а не в родной. Она сказала, что мама у нее беременная, приемная, а родная мама у нее сидит в тюрьме. Только с ней папа иногда созвонится по телефону. Она была с нашей соседней деревни, с села Ягодного. Я позвонила в эту администрацию и сказала: у вас вот такая девочка проживает. Фамилию же она мне сказала. Вот. Мне бы ее родители как-нибудь телефон сказать, что она у нас. Они сказали: у нас такой нет девочки. Вообще нет такой девочки. Приемной семьи такой нету. Тогда я фотографию показала органам полиции. Угу. Они ее сразу увидели. Ой, волнуюсь. Сразу увидели и сказали: ой, да она же у нас в розыске. Где она находится? Я сказала: у нас дома. Поехали. Они приехали, ее сразу забрали. И больше мы ее не видели. И когда она родила, понимаете, она из роддома нас нашла и позвонила. В этот же день сказала: я родила Алексею сына. Алексею я сказала, он был в таком шоке, мы вообще не ожидали. И он тут же сразу поехал к ней в роддом. Какие преступления она совершила, чтобы ее искали эти правоохранительные органы? С 13 лет эта девочка уже в розыске. То есть она уходила из дома Да, с 13 да, лет? да, Так, то есть она не неблагополучно. преступление совершала, а просто убегала от родителей, да? Да, Давайте вернемся к Леше, к вашему. Сколько Леше лет? 23. Он в свидетельство о рождении ребенка, естественно, не вписан. Не вписан, но он был очень расстроен. Мы тоже хотели, чтобы было все как положено, по закону. Но Лера сказала, что я буду оформляться как мама-одиночка. Почему? Кто-то ей посоветовал так лучше. Чтобы пособие получать, да? Я не знаю, я не знаю. Очень спорили на эту тему, То есть очень сейчас ссорились. Леша не вписан, Нет. и вы не бабушка. Нет, по закону никто. И я не могу в дом малютки прийти и навестить Даже внука. навестить его не Да, можете. мне говорят: вы кто? Вы никто.
Слушайте, Я только звоню как и узнаю. все-таки получилось, что ребенок оказался в доме малютки? Родители ее, приняли эту ситуацию, что Лера родила. Так. И они, в общем, сняли квартиру в городе. Для них? Для них, да. Но они прожили там, наверное, около недельки. И стало тяжело, не справляться с ребенком. И решили переехать к нам. А потом-то что случилось? Потом они решили пожить отдельно от нас. Опять? Да, отдельно от нас. Мы с мужем помогли. Сняли им тоже в городе квартиру. А на выходные, там, субботу-воскресенье, я их брала к себе. Так. И утром мне Лера говорит: тетя, вы отвезите меня, пожалуйста, назад на квартиру. Я там приберусь, все дела поделаю, там, кушать приготовлю. А утром вы Матвея с Алексеем, привезете. Да, конечно, без проблем. И все было нормально. И вот время уже было вечер, где-то часов 8. И пришла Лера с подружкой. Мы даже удивились, что случилось. Время, к ночи. Я же все отвезла до утра-то что? И Лера у меня вот так выхватывает ребенка и говорит: я ухожу, я нашла себе другого, и, Леша, вообще это не твой сын. И все. Мы тут же сразу позвонили ее папе, говорим: она уходит. Мы ей слова плохого не сказали. Вот так вот было. И мы не знали, куда она ушла, где, что. Я на другой же день позвонила в опеку и сказала, что Лера с ребенком ушла. Что вы не знаете, куда? Да, не знаем куда, что мы волнуемся. Когда она вот так вот ушла? Какой месяц был? Это было 1 ноября. 1 ноября? Да, я запомнила этот день. Так, 1 хорошо. ноября. А Матвей Как когда он дальше-то оказался в доме оказался? малютки? Потом она ушла к этому парню, он с ней Так. недельку пожил и сказал: ты меня не устраиваешь, чтобы до понедельника тебя здесь не было. Угу. Назад к нам вернуться ей было, наверное, не очень-то, совестно. И ей не было куда деваться, она позвонила. То есть совесть есть все-таки? Я думаю, что есть, да. И она позвонила в отдел семьи. Мгм. В отдел семьи. И ей предложили, что, пожалуйста, приезжай. Центр такой, «Дельфин». Там мамы с детишками живут, там их и кормят, и гуляют, и одевают, и хорошее детское питание, все. И потом раз мне звонят, говорят: она ушла. Утром ушла, целый день ребенок плакал, она не вернулась. Приехала полиция и забрали его в дом малютки. Когда это было? Это было, наверное, или конец ноября, или начало декабря. От нас-то вы чего хотите? Я хочу, сама воспитывать, принимать участие. И хочу, чтобы доказали, что Алексей действительно папа. И я буду законная бабушка. Кто это докажет, кроме Алексея? А вот я вам хочу объяснить. Давай. Мне в опеке сказали, что обращайтесь в суд, доказывайте отцовство. Отцовство. Тогда будут все Да, шансы. это очень Да. длительный срок, понимаете? Я думала, что быстрее я заберу сама ребенка. А сколько вам лет? 57. Вы знаете, очень хочется посмотреть на те условия, в которых вы живете, и куда вы хотите забрать ребенка. Давайте А до посмотрим. этого они же жили там. Это дом, где мы живем. Там у нас комната, где непосредственно там, в основном я нахожусь. Вот эти 2 комнаты, когда Матвея с роддома забрали, вот эти 2 комнаты мы отдали молодым. Они здесь жили. Это была ихняя комната, личное пространство как бы было. А в этой комнате был Матвей. Вот его кроватка стоит. Его еще вещи. Он, конечно, вырос уже из них. Игрушечки его. Вот это очень ему нравилось. Сейчас батареечка уже села. Еще он очень любил, знаете, вот эти огонечки, когда темно, и он любил на них смотреть. Я делала, знаете, свет такой, не сильно мигающий, что был. Вещи, конечно, уже Матвею все маленькие. Можно кому-то отдать уже, но не могу. Понимаете, они Матвеем пахнут. Прижмешь к сердцу. Вот горшочек этот, я уже давно его заранее купила, он еще маленький был. Хотела его, как только он начнет взрослеть, чтобы научить его, потому что я знаю, что в будущем он в садик пойдет, чтобы он умел на горшочек ходить. Эти ходунки я Матвея сюда сажала, там, в комнате возле телевизора, он мультики смотрел, он очень любил мультики. Матвею возвращению, хотим обновить комнату, обои приобрели. Здесь просто раньше шкаф стоял, и чтобы молодым не мешать, Лёше с Лерой, я просто этот шкаф забрала. Я очень мечтаю, что мне поможете, и что я смогу участвовать в воспитании Матвея. Пожалуйста, очень вас прошу, помогите.
А ваш сын-то вообще хочет забрать Матвея? Очень Или это хочет. только ваше Нет, желание? нет, это наше общее. Это только общее наше. То есть он готов его воспитывать, Да. быть папой-одиночкой, и чтобы вы ему помогали, да? Да. Он будет зарабатывать на Матвея, я буду с Матвеем А заниматься. где он раньше был? Ой. Лера обещала ему, что впишу тебя в отцовство, когда будет Матвею 3 года. Ну когда она закончит получать пособие, Она как так обещала мать-одиночка. ему. А Скажите, пожалуйста, ссориться не да. хотелось тоже. Конкретно, когда вы обращались в органы опеки, что они вам сказали? Там девочки мне подсказывали наши действия. Они говорили, что город уже как бы запрашивает документы на ребенка. Вы знаете, мы тоже пообщались с сотрудниками органов опеки. Давайте послушаем, что они нам сказали. Несовершеннолетний по акту ПДН отдела полиции номер 21 Управления МВД России по городу Тольятти о выявлении подкинутого или заблудившегося ребенка был помещен в Тольяттинский дом ребенка 22 ноября 2021 года, так как мать ребенка самовольно покинула отделение социальной гостиницы для женщин круглосуточного пребывания на базе Тольяттинского социального приюта «Дельфин», оставив там несовершеннолетнего. Заявление от матери по возврату ей ребенка в органы опеки нашего города до настоящего времени также не поступило. Родственники матери не изъявляли желания забрать ребенка к себе в семью. Поступали обращения от третьих лиц по вопросу передачи ребенка на воспитание, в том числе от гражданки, представившейся бабушкой ребенка со стороны биологического отца. Ей были даны консультации, в том числе по вопросам установления отцовства. То есть вы третье лицо. Да. Теперь еще раз не могу не задать вам этот вопрос. Сколько ей было лет, когда ваш сын с ней сошелся? Ну, раз она в 17 родила, значит, получается 16. Но мы об этом ничего не знали. Кто? Никто Мы не кто? Ни я, Ну, ни мы Алексей. кто? Ну, наша семья и Алексей. Но если она мне соврала свою фамилию, что она живет в приемной семье, что ее мама сидит в тюрьме. Девочке 16 Конечно, она- лет. конечно, Ваш сын сходится Но с видите, ней, какая она правда? крупная девочка. И до нее даже не скажешь, что ей 16 лет. Ну, давайте эту крупную Она девочку очень крупная сюда девочка. попросим. Да. Валерий, иди к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, как же так получилось, что вы своего ребенка оставили одного, и он попал в дом малютки? Ну, совершила ошибку. Я просто лучше ребенок будет накормленный и сытый, чем голый будет и где попала со мной. Ну, подождите, но вы же жили с ним, я так понимаю, что в репцентре, да? Да, я просто его оставила и пошла, хотела устроиться на работу, потому что 18 лет скоро. Куда мы дальше с ним пойдем? Неизвестно. А в этом центре до какого возраста можно находиться? Ну, без разницы, но просто и мама подбавляла мне, говорит, сейчас на улице окажешься. Подождите, чья мама вам подбавляла? Моя. Ваша. Но вы же жили с отцом вашего ребенка. Все было хорошо. Вам помогала его мама. Разве не так? Так. Вы на всем сами готовы приняли жили. решение и ушли к какому-то другому мужику, который с вами и недели не выдержал. После этого вы ушли в репцентр, бросили там одного ребенка и свалили. Просто была подруга у меня, сказала, что Леша изменяет мне. И я ей поверила и ушла к другому Утром было все нормально, а вечером ты уже нашла другого мужика. Обвинять, что Алексей там что-то тебе изменял. Постоянно, Лера, ты обманываешь. Лер, с какого возраста вы стали уходить из дома? В 11. В 11 лет? Почему? Да. С мамой не хотела жить. Почему вы не хотели жить с мамой? Тяжелые отношения с ней. Какие тяжелые отношения? Но она нашла другого себе, и ей неинтересно, где и как я. Когда вы встретились с Алексеем, отцом вашего ребенка, зачем вы его обманули, что вам 18 лет? Ну, пришлось Что значит пришлось? просто... Ну как, вы парня под статью подвели, что ли? Нет. Ну как нет? Вы же несовершеннолетняя. Почему вы ему не сказали, что вы беременны? Я делала тест. И? Я говорила то, что у меня задержка. Я ему говорила. Ну. Потом я уехала с полиции, и все. Потом я в центр попала. И вы все 9 месяцев в этом центре были? Ну, почти. 2 недели оставалось. А ребенка кинула? А сейчас что? 2 раза Сейчас предала. забирать хочу. Первый раз Алексея Кого вы продал. хотите забирать? Предала Ребенка. теперь. Совершила Ребенка? ошибку, да. Куда?
Ну вот, я сейчас живу как бы у подруги, и она готова, как бы она сказала, пускай там двухкомнатная квартира. Я живу спокойно у них. Лера, кто тебе подруга? Ты сегодня на тебе подруга, завтра на тебе враг. На Куда ты улицу пойдешь? выгонит подруга Куда ваша. ты пойдешь? Почему такая Ну безответственная? давайте, прежде чем мы Давайте будем тогда ругать эту посмотрим, подругу... как, когда она живет у подруги, и куда хочет Матвея забрать, если хочет, естественно. Я здесь снимаю квартиру как бы у друзей. Здесь эта комната будет детская. Буду делать вот такие обои синие, как со звездочками для мальчишки специально. Здесь будет стоять у меня кроватка, здесь много света. Здесь будет игровая у ребенка зона. Здесь я поставлю комодик, поставлю для вещей шкафчик ему. Уже одеялка есть детская. Как бы, а вещи остальные мы перевезем все после ремонта. Не будет ни в чем нуждаться. Все у него будет. Это наша маленькая кухонька. Вот здесь я буду готовить. Сыну любит сильно манную кашу. Вот. Буду готовить, стараться. И всегда он у меня будет сытый, накормленный, не голодный. Здесь наша будет общая комната вместе с сыном. Здесь мы будем вместе с ним как бы сидеть, смотреть телевизор на кровати. А эта игрушка, Мишка его как бы купила ему. Эта игрушка у Мишка напоминает мне все о сыне. Я очень по нему соскучилась и хочу его уже забрать. Сделала ошибку, вот, и очень сожалею, что я так сделала. И хочу вместо медведя обнимать сыночка своего, потому что очень соскучилась по нему. Душа у меня разрывается, не могу без него. Если его не будет рядом, я просто умру без него. Как же вы без него 3 месяца-то еще не умерли? У меня вопрос вот какой. Что вы на меня так смотрите? Меня так не любила мама, что я теперь вообще кину своего ребенка в доме малютки. Пусть вообще живет как хочет. А твоя мама-то родная, точно мама? Да. А почему она под опеку не возьмет вашего Матвея? Она сказала отслать, что ей 40 лет, и она не будет брать. У меня маленький ребенок. Да, она мне тоже так сказала, что извиняла, мне уже 40 лет. У нее ребеночек старше нашего Матвея на 1 месяц. А на что вы сейчас живете? Скажите мне, пожалуйста. Ну, сейчас я в декретном нахожусь, я беременна. Вы беременны? Да. Так. Все. А в каком декретном вы находитесь? Вы где-то были официально трудоустроены? Нет, я как бы от колледжа справку предоставила, и мне декрет собирается. Я ее в колледж устроила, она ни разу не ходила, взяла академический отпуск, а теперь справочку взяла. А вы знали, что она беременна? Ой, Лера, я в шоке прям. А от вообще. кого? От парня. А где он? На работе сейчас работает, он не поехал. Папа же с мамой с вашей развелся? Да. И не живут. Нет. У них у А вы всех- с у ним каждого своя общаетесь с семья. папой? Нет. Зато мы с вашим папой пообщались. Вот что он нам рассказал про вас и про вашу юность. Не нужен он, этот ребенок ей. Я противник полностью, чтобы ребенка ей отдавали. Я вам скажу, она просто захотела себе погулять, покайфовать. И все, я набросила ребенка. У нее не образование, ей кое-как эти 9 классов мы закончили, кое-как и бегал с учителями, там договаривался, чтобы кое-какие это все. Она же всю жизнь бегала из дома. Я пока дома, все будет нормально. Потому что только я за порог, и она убегала с дома. Она просто меня как бы боялась. Она жила как каких-то бомжей вечно откуда-то оттуда доставали, короче. То есть не было никогда такого, чтобы она где-то с кем-то общалась там более-менее. Я не понимаю вообще, что у нее в голове. Вот в реальности все, что она творит, я не понимаю, что у нее в башке. Ее никто ни в чем не обижал, никто ни в чем не ущемлял. У нее было все. Она беременна опять, ей пофиг, она просто как кошка, понимаете? Она просто рожает детей, просто не осознает то, что она делает, то, что ей некуда детей даже как она на работу не хочет устраиваться, на работу ее устраивали. Она не хочет нигде работать, понимаете? Она любит легкую жизнь, которая живется однодневно, понимаете? Она не думает, что будет завтра. Она выбрала вот такую развратную жизнь. Именно развратную жизнь. Я по-другому ее назвать не могу. Это папа был? Да. Когда Лера стала с нами жить, папа стал ей помогать, он хорошо ей помогал. Он прям обрадовался, что она наконец осела, что все будет хорошо. А вот как только она опять Матвея бросила, вот... Так вы понимаете, что она никогда не осядет? Никогда. Ну вот теперь, наверное, понимаю. Почему ваш сын изначально не сделал все, чтобы ребенок был записан на него? Потому что верил, что Лера, как говорит, так и будет. Алексей, идите к нам. Здравствуйте. Привет, Леш. Здравствуйте.
Садись. Вот ты мне скажи, вот ты зачем бросила нашего ребенка? Отдала бы его нам и пошла бы дальше по своим делам. Да я ты говорю щас тебе как выступаешь? есть. Чего выступать? Ты зачем Выступаешь? бросила нашего тебе ребенка? когда сказали, сделай ДНК, что ты ДНК, сказал? ты мне что сказал? Ты мне недавно что говорила? Отказнула на Да, ребенка ты напишешь. тебе сказал, что тебе пофигу на Ты ребенка. мне Ты тоже недавно звонила, говорил, Да то, что тебе ты тоже отказнула пофигу на ребенка. Тебе сказали, Напишешь. еще одна А нарожает. тебе что, не пофиг? Ты сейчас забеременела опять. Зачем? Чтоб ребенка бросить. Алексей, раз. понимаю Матом все не ваше ругай, возмущение. Вы Извините, садитесь к маме, давайте спокойно давайте поговорим. сюда. Сядь, и не матом Вы не с ругайся. Лерой как познакомились, Мы интересно? с Лерой познакомились в соцсетях. Потом мы с ней встретились, начали как бы отношений. Потом приехали... Вы знали, сколько ей лет? Она мне сначала сказала, то, что ей 18 лет. Так она и на сайте знакомств могла разместиться, только она если ей сказала, 18 что ей лет. 18 лет. А потом уже, когда мы домой приехали, у нас произошла интимная связь. Она просила, давай сделаем ребенка. Давай сделаем Это ребенка. она вас Уговаривала. просила? Да, прям сама просила, давай сделаем ребенка. Прям уговаривала. Сказала то, что ей 18 лет. А зачем вы на это уговорились? Вот не подумай, А ты уверен, что это твой ребенок? да, я уверен, то, что А это мой почему ты ребенок. так уверен? почему? Потому что я в этом уверен, потому что я помню свои действия, Они хотели потому что я ребенка. когда этого ребенка даже с роддома забирал, я чувствую то, что это мой ребенок. Он был похож на Теперь меня. послушай, Леш, а пожалуйста. ты хочешь, чтобы ребенок жил с тобой? Да, ты я готова его очень воспитывать? хочу, чтобы ребенок был со мной. Скажи мне, пожалуйста, а почему ты, зная, что это твой ребенок, не пошел в суд и в судебном порядке не установил, что ты отец? Я приезжал туда в опеку, опека мне это говорила, меня вызвали ее, вызвали меня. Я приехал пару раз туда, 2-3 раза, она туда вообще не приезжала. Мне опека тоже насоветовала то, что надо ее привезти, все такое, и неизвестно что. А потом через Мы некоторое... хотели быстрее сделать, хотели, чтобы Лера пошли в ЗАГС. Да, чтобы да, она и сделала добровольно это намерение. написали. Она могла бы Чтобы сделать это в госпослуги- секунду. Да, вместе. уже и И погодите. госпошлина была оплачена, и все. Но у нас Лерочка или в этот день пропадает, мы так 2 или 3 раза А давайте пытались. у Лерочки, Или у Леши прекрасно что-нибудь. спросим. Лерочка, а что, сложно было до ЗАГСа дойти? Папу До вписать? ЗАГСа почти дошли мы. Почти Почти. дошли. Можно я Нет, скажу а на почему вы не вписали в свидетельство о рождении Алексея отцом? А, Лерочка? Почти дошли. Я спрашиваю вас, почему не дошли? Произошла драка у нас, потом Какая драка? это? Можно я скажу? Какая драка? с ним драка была у нас. У То, кого что была с драка? Лешей мы Если бы вы подрались. один раз ударили Лешу, от Леши бы остался рожки Она до меня ножки. чуть не задушила. Встаньте вы и встаньте он. Вы издеваетесь сейчас? Леш, сиди, Леш, сиди. сиди. Лер, почему прямо перед тем, как записать его отцом ребенка, вы стали с ним драться? Потому что он пошел, собирался пить с друзьями, хотя мы Не пить я помирились. собирался выйти просто, сигарету у соседа спросить. Ты начала на меня накидываться, Я правда- ты начала меня А душить. как же вы могли звонить своей маме, если вы с ней не общаетесь? она у Маме вас так такая позвонил, плохая? надо, это я твоей маме написал, то, что, извините, вот ваша дочка вот так вот делает, она меня душит, и все. Мы здесь собрались не гнобить тебя. Мы здесь собрались помочь твоим детям. Как, по-твоему, рожденному, которого ты оставила, с кем будет лучше? С тетей. Молодец. Молодец. Спасибо Так а тебе. что ты не запишешь отца? Я А хотела, я сейчас даже готова пойти с ними записать Так это ребенка. 15 минут, и все. Я готова даже сейчас записать его, сказать. Да, хорошо. Давайте запишем. Значит, смотри, об одном мы договорились, правда? А теперь родишь, куда будем девать? Дальше я буду сама воспитывать. Не-не-не, сама ты не можешь. Ты не можешь сама ну просто Лер, это скажи исключено правду, тебе абсолютно. помогут. Сама буду Это тебя воспитывать еще ребенка. Где ты воспитывать, будешь жить с послушай, ним? тебя еще лет 10 воспитывать, чтобы ты воспиталась. Но есть подружка твоя, правда, Юля? Да. Давайте ее позовем в эту студию. Ей 22 года, она наверняка точно знает, как воспитывать детей, откуда они берутся и почему именно так с ними нужно обходиться. Юля, идите к нам, пожалуйста. Леся? Леш, ты что сейчас на Леру гонишь? Чё? Я ее приутила сейчас Ну в ты ее данный момент. приютила, и что, живет она у тебя в данный момент? А Живет где она в потом данный будет жить? момент у А её кто меня с выгонял? мужем. Если А я чё? про тебя А что-то где ты говорю? был? А где я был? Ну ты где А ты ты щас где был? была тогда, когда она ребенка Во-первых, родила? Не, я погоди, с стой, мужем, погоди. если чё. Сядь! Уже хорошо. Уже хоть что-то, да. Какое-то А вы, там- извините, пожалуйста, кто? Я ее подруга, Подруга. которую приутила на данный есть она момент. сейчас Вот живет именно у вас? то, что Совместительство приютила. бывшая девушка Леши.
А вы бывшая девушка Лёши? Да, я его Да бывшая. я его вижу первый раз, мы с тобой Да. общались или что? Да, Не бывшая ври, не девушка, я ври. тебя даже Ребят, не я ври. пошел. мужа очень Подождите, хорошо знаешь. а вы с ним спали? Какого мужа? Нет, слава богу, не дошло до этого. Я А вообще почему не же он помню, ваш какая- бывший? Тогда какая Вы девушка? бывшая Я с девушка ним Леши, которая с ним не спала? Я его не Нет. помню. Юля, прости меня, пожалуйста, я тебя первый раз вижу, да? Не, ну Ее вы никто не знали. выгонял. И Вы не ты знали. понимаешь, ты говоришь, я приутила. Леша, где ты был? Ведь Леру никто не выгонял. Вот все было замечательно в Ну, этот день. смотрите, Она же сама какая ушла. ситуация. Когда она мне написала, она была на улице. Говорю, Лер, пошли, ты беременная как раз. на А я тот ей сколько момент. раз Я говорю, у «Лер, тебя есть пошли». дом, есть мама, ты там Ее прописана. был разговор. Мама ее звонила, говорила, Лера, я тебя не пущу. Ты мне не нужна. Она была документы при мне. редко, документы даже не могла дать. Документы она не давала ей. Мама, она хорошая? Вот Ага. честно, да. Ну, в этом случае я не знаю, я Матвея Нет, давайте честно. не Вы же видела. подруга. Хорошая мама оставит ребенка в детском доме? И будет другого рожать. Ну, тут же. просто вот вопрос к вам. Ну, честно. Ну, честно сказать, Честно. вот честно говоря, Да. если я бы рожала, я бы в детдоме не оставила, вот честно скажу. Ну, явно что-то не так с этими материнскими качествами у нее, правильно же? Одного оставила, вторым забеременела. Ну, как вам кажется? Ну, только честно. Честно, 50 на 50 как-то. Ну, честно, я не знаю. Вот. У тебя сейчас рядом, вот подруга сидит. Ребенка оставила в детском доме. Собралась рожать другого. Ты в своем уме сейчас или нет? Слушайте, пока мы приходим в себя и думаем, кто здесь в каком уме, давайте послушаем самых умных людей на Земле. Это соседи. За маму, что я могу сказать ребенка, я ей недовольна. Она с ребенком не гуляла. Постоянно гулял Алексей. Мама сидит дома, наряженная. А Алексей, он как папа. С коляской по улице ходит туда-сюда. Нельзя ей давать ребенка. Хорошая семья, работают, не бомжуют, ничего. С папой, наверное, будет лучше. Она вообще, то на остановке ее видели, сидит, непонятно чем занимается там на этой остановке, и пацаны там рядом какие-то непонятные. Мне кажется, с Лешей будет, если Леша согласится его взять, с Лешей лучше будет. Жалко ребенка. Очень жалко, конечно, потому что, это плохо. Лучше, конечно, бабушка с дедушкой его возьмут, и пусть они будут, дай бог им здоровья, они еще поднимут, и, я считаю, что воспитают. Потому что папа, я считаю, что папа хорошо к нему относится, к своему сыну, к малышу. Ты сама призналась, что Матвею с бабушкой и с отцом будет лучше, правда? Да. Вы же сдали тест ДНК. Да, Да. да, В конце программы мы объявим тест ДНК, верно ведь? да, да. Мы поможем таким образом Леше, если папа, он. Да он 100%. Да мы же он. не знаем. Я хочу вас спросить, Лера, а почему вы сбегали из дома? И куда вы бежали? Чем вы занимались, когда сбегали из дома? Жила или на улице, или где-то еще. Потому что Где я ты не это хотела с матерью жить своей. Я говорила маме пиши отказную. Она была согласна писать отказную. Единственное, кто был отец против. Он говорит, зачем мне портить свой статус? Все, репутацию. На экран посмотри сейчас, пожалуйста. Это вы? Да. Ну, значит, ваша мама вас как-то искала? Через опеку. Даже когда я в Брянск уехала, подала только опека. Подожди, справа ты, а слева кто? Девочка со мной была. С тобой бегал. То есть ты не одна бежала, правда ведь? Поэтому все эти ла-ла Нет. про из дома я... Нет, ты убегала не откуда, а куда. Перед тем, как появится у нас следующий герой, сюжет посмотрим. Красновская Валерия Андреевна, 2004 года рождения, объявлена в розыск по линии городского отдела полиции номер 21. 23 августа школьница вышла из дома, расположенного в Автозаводском районе, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. В ночь на сегодня, 16 сентября, в Тольяттинский отдел полиции номер 21 поступило сообщение от родителей двух девочек. Заявители сообщили, что из дома ушли Красновская Валерия, 2004 года рождения, и Зимальтинова Анжелика, 2002 года рождения. До настоящего времени место их нахождения неизвестно. Как выяснилось ранее, школьницы неоднократно уходили из дома.
Полиция Тольятти отыскала пропавших 15 сентября 2 девочек-подростков. Сотрудники органов внутренних дел установили, что школьницы ночевали в подъезде жилого дома, а утром направились в одну из библиотек города. Несовершеннолетних вернули домой, с ними все в порядке. По словам подростков, накануне у одной из них произошел конфликт в семье, после чего она ушла из дома, а подруга решила ее поддержать и ушла вместе с ней. В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Теперь скажи мне, пожалуйста, почему Анжелика, которая с тобой убежала из дома, бывшая твоя подруга? Ну, мы прекратили общаться после этого. После чего? Ну, просто ушли с ней, потом прекратили. Какое-то время гуляли, потом все. А вот скажи мне, пожалуйста, вот как это все? Ну вот смотри, у меня есть друзья, я их там копил с детства. Если я с каким-то другом прекращаю отношения, к тому должны быть веские причины. Потом какие? переезд у нас был, переехали в дом. Давай Анжелику спросим, ладно? Анжелика, идите к нам. Привет. Анжелика, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу уточнить ваш статус. Вы же бывшая подруга, да? Да. Так, а как давно вы знакомы с Лерой? Знакомы мы с ней примерно лет 6. Угу. Как познакомились? Мы учились вместе в школе. Я, как всегда, гуляла во дворе. И, соответственно, она решила со мной познакомиться. Вы старше ее? Да, я старше ее, по-моему, на 2 года. С ней было весело, все хорошо, ничего плохого не было. Был один нюанс, то что, да, перед тем, как мы сбежали из дома, там у нее какая-то непонятная ситуация произошла. Мы с ней спустились к ней, я жила на 9 этаже, она на 8. Она говорит, типа, я хочу уйти из дома. Я говорю, почему? Говорит, меня мать, типа, избивает. И так далее, плохо ко мне относится, я не могу здесь жить. Ну, я, в принципе, понимаю, у меня такие ситуации тоже были. Мы с мамой, бывало, ругались из-за всякой мелочи. То, что там я не хочу посуду помыть или в школу не хочу одевать форму. Я на тот момент как раз тоже поругалась со своей мамой, у меня тоже вот такой вот комочек сидел. Я тоже была обижена на мать, и поэтому для меня ее предложение было тоже заманчивым. Я думала, она сейчас погуляет, успокоится, там, может, через день, ладно, вернемся. Но получается так, то, что мы идем в соседнее общежитие. И в итоге к вечеру мне уже стало, я хочу домой. Я ей говорю, Лер, пойдем домой. Там мама уже распереживалась, уже решила тебя 1000 раз простить. Пошли домой. И в какой-то момент я слышу от нее такие слова. Говорит, если ты уйдешь, я все, что взяла из дома, свалю на тебя. А что она взяла из дома? На тот момент она взяла из дома, как оказалось, обручальные кольца родительские. Не было такого. Или что-то драгоценное. То есть она сказала, что если ты сейчас уйдешь, я свалю все на тебя, что это ты все украла. Да. Какое решение вы приняли? Уйти? Нет. Вы остались, испугались? Я осталась, да. Анжелика, не ври, а скажи правду. Ты хотела вообще уехать. У тебя мама пьющая была. Ты хотела просто уехать с этого Тольятти к себе на родину, где ты там была. Я не знаю, вот не помню. Анжелик, это. можно вопрос? Да. Лера вам говорила, что она забеременела? Было дело после 2 побегов. Я тебе такого ничего не говорила. Когда ты 30 тысяч у родителей? Не было такого, Анжелик. С моей встречи мамы, она тебе скажет. И даже бы пришла бы сюда. Подождите, а почему вы все-таки с ней расстались? Потому что я поняла то, что я не хочу больше с ней связываться после того, что когда нас взяли, соответственно, полиция, она сказала, что все-таки это я. Что вы украли кольца у родителей и держали ее в заложниках? Да. Чуть ли там не под ножом. Ага. А какие были последствия, кстати? Меня поставили на учет, так как, соответственно, я еще несовершеннолетняя. А ее? Ее, по-моему, тоже. Она вам рассказывала историю про то, что ее изнасиловал 19-летний парень, и она теперь беременна? Да. Она пришла ко мне в школе в туалет.
говорит, Анжелика, мне нужна твоя помощь. Я еще хотела уйти, но... Я говорю, что опять случилось? Она говорит, я беременна. Я говорю, в смысле беременна? Она мне говорит, меня типа напоил, короче, какой-то 19-летний пацан. Короче, ее типа парень, которого я никогда не видела, Это не сколько ей слышала. лет тогда было? 13 Лет мне. 13, да. Я так девственница была, и даже моя мама вот за это Я знаю, что ты была Тебя девственницей, даже потому что это мама сказала для того, ненавидит чтобы за это, что ты деньги врешь скрыть. постоянно. Алла Андреевна, скажите мне, пожалуйста, а Да. если окажется, что не ваш внук-то, вы будете за него бороться по-прежнему? Ну, я хожу в школу приемной семьи, я полюбила этого ребенка. Вы все равно будете Да, по-прежнему хотеть его быстрее забрать? Да. Леш, это не твой ребенок. В смысле? Лера, ты что, сумасшедшая, что ли? Лера, ну как? Подождите, я вам скажу, по-прежнему, если вы пойдете в ЗАГС, и ваш сын даст добро на то, что он отец, и Лера это подтвердит, вы можете получить этого ребенка. Точно, если это вы вариант. хотите и готовы Разрешишь забрать Лёшу, чужого ребенка. усыновить его разрешишь, и все. Лера, вы Это готовы быстрее. пойти и вписать его отцом? Да. Она готова. То есть, соответственно, вся процедура, правда, сильно ускорится. Но это принимать решение вам. Я считаю, что Леру надо лишить родительских прав. По-любому. Чтобы она была не мать. Потому что она и на самом деле... Вы не мама. Вы просто, простите, но вы гулящая женщина. Гулящая. Которая может и с бомжами, и со всеми. И подружку себе нашли. Подружке просто выгодно, чтобы, глядишь, у вас будут деньги, и чтобы она за что-то платила. Вот вы для чего нужны. Понимаете? Вот вы молодец, что вы отошли. Понимаете? И даже внешне вы сразу выглядите по-другому. Поэтому я считаю, что ребенка надо забрать. Ни в коем случае. Хочет она, не хочет, она будет еще распоряжаться ребенком и еще деньгами государственными. И сейчас опять беременная. Только вы делаете все ради денег. Поэтому мне стыдно, что у нас в России есть вот такие вот женщины, молодые. Бессовестная вы. Самая настоящая бессовестная. Теперь я хочу сказать, Леш, в любом случае, вы уже привыкли к этому ребенку, вам жалко. И если этот ребенок все-таки можно будет, Юль, можно будет отдать, чтобы вы воспитывали, единственное, вы только можете воспитать или совсем другая нормальная семья. Понимаете? А здесь бесполезно. Коленки вытащила и сидит. На кого похоже? Бесстыжая. Это мое мнение. Простите меня за такую резкость. Я считаю, что и вам нельзя этого ребенка отдавать, потому что у вас Алексей еще сам ребенок. И вы с ним нянчитесь, как вот с маленьким. Дорогая Валерия, скажи мне, пожалуйста, неужели тебе в социальных центрах ничего не рассказывали про современные методы контрацепции? Так, слышно, нет? Дорогой мой друг. Рассказывали? Да. Ну? И ты, конечно же, прислушалась. Я вижу, как ты прислушалась к рекомендациям психологов, социальных работников и так далее. Что ты делаешь? Ты потребляешь. Когда тебе необходимо, ты приходишь в социальный центр, тебе как-то помогают. Слава богу, что ты не оставила малыша на парке, в парке на лавке, на пакетике. А могла? Могла, конечно, могла. С её вот, абсолютно могла. анамнезом. Могла. Сложились обстоятельства удачным образом. Это не ты о нем позаботилась, дружище. Это обстоятельства берегут детей. Вселенная, мироздание, Господь Бог, как угодно называй. Алла, теперь к вам. Пожалейте сына и пожалейте себя. Ему больно сейчас из-за того, что малыш не его. Для него сейчас, вот то, что происходило сейчас в студии, у Леши прям мир рухнул. Мальчишка здоровый, классный бутуз. Дайте парню вырасти в другом месте. И у Леши будет шанс встретить девушку. Девочке Лере, надо как-то сделать уже выводы, что жизнь, надо все-таки подходить уже как взрослый человек. Вам уже 18 лет. Сделайте так, чтобы следующий ребенок, если Бог его даст, он получил полноценного папу и полноценную маму. Вы знаете, я искренне вам верю, что вы, правда, можете стать хорошей приемной мамой и действительно вложите в него
всю свою душу. Но я вам скажу, что может случиться. Если вы его возьмете, Алексей никуда от вас не денется. А нужно ли это? Подумайте, хорошо? Да, спасибо большое. Я опытен в смысле женщин. Много жен было, детей много. Все любимые. И жены, и дети. Будь разборчивее, пожалуйста. Дойти я могу вот только до туалета, который стоит рядом со мной совсем. В 9 лет у меня потекла нога. За одну ночь? Да. Мне же все врачи говорили, она долго не проживет. До этого она хоть как-то могла сама передвигаться, да? Да, нога намного меньше была. Я решила сесть на строгую диету. Так как каждый год прогрессировала моя болезнь, и образовалось вот это нарастание. Кардинально, я думаю, все изменилось. Врачи от Бога делают все. Это же не вот так. Вы проходили через боль, через слезы. Но нога увеличивается. Чувствую боль. Муж во всем мне помогал, и мы... Прошли через многое, то есть шансы есть. Можно вот по пунктам нам рассказать, с чем придется столкнуться Ксении? Какие издержки на этом пути ждут и финансовые, и физические?